Здравствуйте, дорогие любители вязания! Я предлагаю вам сегодня связать вместе со мной вот такой красивый узор. Как вы видите, изнанка тоже красивая. А узор это к модели из старого японского журнала Let's Knit Series 1997 года. Представляете, скоро 30 лет уже, а как смотрится современно этот узор. Мы давно уже с вами договорились, что не бывает старых узоров. Бывают старые журналы, бывают старые модели, но узоры никогда. Я обратила внимание на вот такую модель. В журнале дано описание костюма. У юбки там узор простой, а вот пуловер меня просто зацепил. Но посмотрев повнимательнее, я увидела, что большинство узоров мы вязали, и только вот этот узор мне показался довольно новым. И, кстати, я его не видела в интернете, как-то он мне не встречался. И мне захотелось связать этот узор и посмотреть, как он будет выглядеть вживую. Тем более, что журнал старый, фото не оцифрованное, ну и качество, естественно, плохое. Когда я начала вязать и провязала один раппорт, ну вот сейчас у меня здесь легкое ВТО, а когда я провязала один раппорт, мне показалось слишком нагромождено все, вот эти вот ажурные дорожки, потом основной узор волнистый. И вот как-то это все слишком много всего. Мне показалось это как-то, нагромождено. И я убрала это вязание и решила связать узор без дорожек. Между раппортами я провязала дорожку из изнаночной петли. Одна изнаночная петля разделяет раппорты вот с этим волнистым узором. Когда я провязала здесь 1,5 раппорта, я посмотрела, сравнила, и что-то мне вот опять больше понравился узор ажурными дорожками. И я решила уже связать этот образец до конца и уже показывать, как вязать узор на основании вот этого образца. Ну, а вы смотрите, выбирайте, какой узор вам больше нравится. Вот, в принципе, даже можно сказать, что это два разных узора. Если вы свяжете пуловер вот таким узором и вот таким, два разных узора. Какой вам больше нравится? Напишите в комментариях. Давайте посмотрим на схему. Я уже говорила, что качество не очень хорошее, я постараюсь его улучшить. Раппорт узора, который включает в себя дорожку ажурную. Так, давайте вот так. Вот дорожку ажурную и основной узор волнистый составляет 14 петель. И если мы будем вязать поворотным вязанием, а мы будем сейчас вязать поворотным вязанием, то мы добавляем еще одну дорожку ажурную. Это еще 5 петель. В общем, 14 петель раппорт узора плюс 5 петель для симметрии узора. И 20 рядов в высоту. На схеме показаны еще 2 ряда установочных, они в раппорт узора не входят. Пустая клеточка на схеме обозначает изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне. Если мы вяжем по кругу, то мы набираем только 14 петель раппорта. Петли для симметрии узора мы не набираем. Мы набираем нужное количество раппортов по 14 петель и вяжем, читая все ряды на схеме справа налево, и вяжем как лицевые ряды. Эта схема для кругового вязания очень удобна. При поворотном вязании мы лицевые ряды читаем справа налево на схеме, затем поворачиваем работу, и уже изнаночные ряды мы читаем слева направо, но условное обозначение в них мы читаем наоборот. Пустая клеточка – это лицевая петля, и если у нас будет лицевая петля в изнаночном ряду, мы будем вязать ее изнаночной петлей. Это я говорю для начинающих, кто впервые вяжет по японским схемам. Если вы хотите вязать только волнистый узор без ажурных дорожек, то раппорт этого узора составляет 9 петель. Раппорт в высоту ажурной дорожки составляет всего 2 ряда. Пожалуй, все, что касается схемы. Давайте мы начнем с вами. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и
1 раппорт в высоту. Набираем на спице 21 петлю вместе с кромочными. Первую кромочную я всегда снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И мы с вами свяжем сначала 2 установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. Первый установочный ряд. После кромочной мы провязываем изнаночную петлю, 3 лицевых. И затем изнаночную петлю. Это у нас будет дорожка, ажурная дорожка. Далее 9 лицевых. Это у нас будет волнистый узор. Раппорт узора провязали и петли для симметрии узора. 1 изнаночная, 3 лицевых и 1 изнаночная. Второй изнаночный установочный ряд, мы в нем петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Провязали 2 установочных ряда и начинаем вязать узор. Первый лицевой ряд. 1 изнаночная, далее лицевая скрещенная. Я вяжу бабушкиными петлями. Лицевую петлю я провязываю вот так. Лицевую скрещенную я провязываю, подхватив петлю сзади и вот так ее развернув. Лицевая скрещенная. Далее 1 изнаночная. И снова лицевая скрещенная. Разворачиваем петлю, подхватываем ее сзади, разворачиваем и провязываем лицевой петлей. Далее будет 1 изнаночная. 2 лицевых, накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 1 лицевая. 2 вместе нужно провязать лицевой с наклоном вправо. Опять же, я говорю, что бабушкины петли у меня лежат не так, как мне бы хотелось, как это должны они лежать. Я разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кто вяжет классическими петлями, то 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжут протяжкой, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо просто провязывают обе петли за передние стенки. Далее 2 лицевые, накид. Затем вяжем петли для симметрии узора. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная и изнаночная. Я в дальнейшем не буду разделять петли раппорта, петли после раппорта. Я буду говорить общее количество петель. Второй изнаночный ряд. Не надо пугаться, что в изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по схеме. Совершенно это не сложно. Не забыли, что мы читаем петли наоборот? 1 лицевая, 3 изнаночных. 1 лицевая. Далее изнаночная петля, накид. 2 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной петлей. На лицевой стороне у нас эти петли провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. И 4 изнаночных провязали петли волнистого узора. 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Третий лицевой ряд. Здесь мы повторяем раппорт высоту в ажурной дорожке. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 3 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевых, накид,
2 лицевых, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Четвертый изнаночный ряд, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, делаем накид, 2 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночный, 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Пятый лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Далее лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 4 лицевых, 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Шестой изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 5 изнаночных, накид, 2 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной петлей, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Седьмой лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля, 3 лицевых, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. Восьмой изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 9 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, девятый лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля, 4 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, навстречу им 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Десятый изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 9 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных и 1 лицевая в конце ряда. 11 лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Далее делаем накид, 2 лицевых,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 2 лицевых, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. 12 изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 4 изнаночных. Теперь нам нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном в правую сторону следующим образом. Меняем петли местами. Вторую петлю сзади выставляем перед первой и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. На лицевой стороне они у нас провязались как 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет 2 изнаночных, делаем накид, 1 изнаночная, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. Тринадцатый лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Далее 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. 14 изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, 2 вместе нужно провязать изнаночной с наклоном в правую сторону. Вот второй способ показываю. Обе петли подхватываем сзади, разворачиваем и возвращаем на левую спицу, и у нас снова впереди вторая петля. Получается 2 вместе изнаночной скрещенной мы провязали. Провяжем сейчас. Вот провязываем изнаночной петлей, и у нас на лицевой стороне они провязались как 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее у нас будет 2 изнаночных, накид, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. Пятнадцатый лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. 4 лицевых. Делаем накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. 16 изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая петля. Далее 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной или изнаночной с наклоном вправо, 2 изнаночных, делаем накид, 5 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. 17 лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. Далее делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые,
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь вот я снова разверну. Вот вы сами смотрите, как у вас лежат петли. Вот 2 вместе. Нужно, чтобы они лежали удобно, чтобы подхватить их было легко. И они после этого тоже красиво, ровно легли. 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали. Делаем накид. 3 лицевые, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. И закончили ряд. 18 изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, петли дорожки и 9 изнаночных петли волнистого узора. Далее лицевая, 3 изнаночных, лицевая. 19 лицевой ряд, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Далее лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, навстречу им 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевых и петли ажурной дорожки. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля. 20 изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 9 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. Это был последний ряд раппорта. Мы провязали с вами один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Красивый узор, правда? И посмотрите, какая красота получается, когда мы свяжем много раппортов. Еще раз говорю, вы можете вязать без ажурных дорожек и получите вот такой узор. Между раппортами у меня здесь 1 изнаночная петля. Выбирайте вариант, который вам больше нравится, и напишите в комментариях все-таки, какой вариант вам больше нравится. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам во всех соцсетях в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим видео. Присылайте к нам схемы интересных узоров. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!